Начнем с простого в понимании, но базового, что нужно знать о питании для набора мышечной массы. И неважно, тренируетесь ли вы в зале или на турнике или брусьях, общие принципы не меняются. Поймем, сколько же нужно есть по белкам, жирам, углеводам, нужно ли считать калорийность, сколько можно набрать килограммов в месяц и как измерить результат, кроме взвешивания. А на связи Владарович, я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом и мне есть что рассказать. Итак, наш организм устроен по принципу весов. На одной чаше весов это та энергия, которую мы тратим. Ходьба, дыхание, любая активность. То есть базовая активность и плюс дополнительная физическая активность на протяжении дня, в быту или на тренировке. А на второй чаше весов это энергия, которую мы получаем из пищи. Сон, питание, тренировки. Если мы регулярно будем нарушать хотя бы один из этих трех факторов, не досыпать, сбиваться с рациона питания, не доедать, или же неверно подходить к тренировкам, результат будет очень медленным или незаметным. Скорее, в первые несколько месяцев занятий вы наберете, но потом все затормозится. Для построения мышц, с одной стороны, кажется все просто. Есть нужно больше, чтобы получать больше энергии, чем мы ее расходуем. То есть создавать профицит, избыток энергии. И это и правда железное правило, но тонкостей тут и споров очень много. Давайте разбираться. Частая ошибка при наборе мышц – это когда, например, вес отягощений на тренировке или повторения, подходы, сложность упражнений выросли, а приемы пищи и их калорийность нет. И перерыв между такими тренировками тот же, дни отдыха не увеличиваются. Поэтому через несколько месяцев результаты замедлятся. Этого уже недостаточно будет для набора. Делаем вывод, что с ростом тренировочного объема и интенсивности нужно постепенно увеличивать и сон, то есть его качество, держать одинаковый режим, и в питании по распределению БЖУ должно быть больше для дальнейшего прогресса. Ну или можно компенсировать питание различными добавками к пище из спортпита. Многие заморачиваются в питании над подсчетом калорий, хотя для обычных людей, непрофессиональных спортсменов, это просто непрактично в быту и сложно контролировать. Многие следят за количеством белка, ведь белок это считается хорошо для построения мышц, а углеводы, жиры редко берутся в учет. Предположим, что на начальном этапе тренировок спортсмен употребляет 2500 калорий, и, допустим, из них он достаточно добирает по белку. Потом, через полгода, когда атлет стал сильнее, нагрузки выросли, калорийность не всегда повышается, и едят обычно столько, сколько привыкли. Ну или, как говорят, больше не лезет. И восстановление для мышц становится недостаточным. За первые полгода, например, мы набрали 5-7 кг так называемой чистой массы, или больше. Потребность организма в белке и общей калорийности увеличивается. Увеличиваются затраты на базовый метаболизм, на внетренировочную активность и больше энергозатраты на тренировки. Стало больше мышц, и на них нужно больше энергии, чтобы поддерживать новую массу. И тогда уже меняется общая разница между тратами и пополнением энергии, и профицит не соблюдается, хотя мы думаем, что едим достаточно много. Есть вот такие вот ориентиры по исследованиям. Сколько мышечной массы с минимумом жира можно набирать, если наладим хорошие условия питания, восстановления и тренировок. Например, стаж 1 год можно набрать до 80 кг мышечной массы или около 1 кг в месяц. 2 года до 5-6 кг в год, или по полкилограмма за месяц тренировок. 3 года до 2-3 кг в год. 4 года занятий до 1-1,5 кг мышц за год, и то, если повезет. Нужно также ответить себе на вопросы, как вес менялся раньше на протяжении жизни. Легко или сложно обычно набирался лишний вес. Были ли родственники и ближайшие худощавые или склонные к полноте? Да, конечно, может быть вопрос генетики, о которой так часто говорят. Но и при этом тоже можно набирать мышечную массу. Хоть и после 35-40 лет это уже с возрастом становится сложнее. Люди начинают толктись на месте, думать, что программа не работает, прыгать от одной методики к другой, но при этом не соблюдают главное – увеличение отдыха и изменение питания. А позанимавшись еще полгода безрезультатно, человек будет думать, что это его генетический порок, и для дальнейшего прогресса уже нужны специальные витаминки. И мол, пора обязательно переходить на так называемую темную сторону, что в корне не так. И когда смотрите на других, мол, они добились большего за меньший срок или с лучшими результатами, чем у вас, не стоит записывать их сразу в ряды химиков или смахивать на генетику.
Лучше поискать причины в себе и сравнивать себя с собой в прошлом. Вот примеры цифр по БЖУ на основе метаанализа, то есть нескольких результатов исследований. Ими поделился уважаемый в кругах тренеров и практиков Дмитрий Яковина. Белок для роста нужен от 1,5 до 1,8 грамм белка на 1 килограмм веса. И это с учетом того, что 30% примерно приходится на растительные источники. Ведь часто у нас белковая пища смешанная. Если вы питаетесь исключительно растительным белком, то цифры будут на порядок выше. И тут каких-то исследований я уже не нашел. Но питательная ценность и усвояемость там будет меньше. Исследования проводились только для традиционного подхода к питанию. Такая норма белка средняя, то есть тут не учитывается разная ежедневная физактивность. Кто-то сидит в офисе, кто-то работает курьером, кто-то носит и собирает мебель. Чем больше повседневных трат, тем больше нужно возмещение этой энергии из пищи. А что по соотношению БЖУ? Считается, что 60-65% пищи приходится на углеводы, а белки и жиры поровну, по 20%. Рассчитывается примерно, что 30 килокалорий нужно для 1 килограмма массы тела. Это в среднем будет позволять выходить в ноль, то есть поддерживать текущий вес. А если это значение повышать, то будет профицит. Важный момент, что чем больше стаж занятий, тем профицит должен быть меньше. То есть рост мышц будет замедляться с опытом, и чем ближе мы к генетическому порогу. Если мы будем постоянно бездумно увеличивать калораж, то будем набирать уже с жиром лишнюю энергию и лишний вес. Для атлета со стажем до 2 лет достаточно будет 35-40 килокалорий на 1 килограмм, чтобы расти в мышцах и не набирать при этом сильно много жира. Как все это работает на практике? Давайте разберем. К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую финансовую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Итак, практические рекомендации. Мы повышаем размер порций или добавляем 1-2 дополнительных приема пищи на ежедневной основе и ждем пару недель. Потом становимся на весы и если есть прирост, значит все в порядке, ничего не меняем. И ждем, пока он замедлится и организм адаптируется. А если прироста нет, то добавляем в порциях и снова делаем замеры. Если набираем стремительно, сильно быстро, по 4-5 кг в месяц и более, и так постоянно, то там явно будет уже прирост за счет жировой части, если у вас есть склонность. Это нам не нужно, и в зеркале на атлета вы уже точно не будете похожи. Если речь про новичка, то он может набрать от 750 грамм до 1,5 килограмм чистой массы с минимумом жира в месяц. У кого-то это будет больше, у кого-то меньше. Чем больше стаж и нагрузка, тем эти значения будут уменьшаться. При оценке результатов массонабора нужно ориентироваться не только на изменения в весах, которые делаются обязательно в одинаковых условиях. Например, натощак в одинаковой одежде раз в неделю. А еще нужно обращать внимание на соотношение мышц и жировой прослойки. Это сложно проверить точно без лабораторных исследований. Разве что замерить дома специальным прибором, калипером. Обращайте внимание и на внешние изменения фигуры. Делайте фото раз в 2-3 недели на одинаковом освещении и в одинаковых ракурсах. Отслеживайте замеры талии, бедер, обхвата груди и рук. Зачем это нужно делать? На весах вы можете вырасти на 5-7 кг, но без замеров обхвата частей тела и фото вы не сможете понять, что у вас отстает. Может, это вы все набрали в животе и талия стала больше, а остальное не растет. Или ноги увеличились и из-за этого стала больше масса. Тогда нужно пересматривать питание и снижать углеводы, и смотреть на тренировки. Всегда нужно отслеживать прогресс с разных сторон и что-то менять. Тренируясь на турнике и брусьях, чему и посвящен этот канал, спустя пару лет таких занятий собственного веса может быть недостаточно. Нужны или усложнения упражнений с собственным весом, а лучше все же подключать отягощения. Это могут быть гири, подтягивания, отжимания с отягощением на поясе, приседания и так далее. Это все нужно для большей нагрузки и стресса организму. Также тренировать стоит и ноги, если нет дискомфорта или травм в коленях. Раньше было убеждение, что без ног не будет расти масса верха тела, но это уже давно миф, и он развеян.
Все же тренировки ног полезны каждому мужчине по разным причинам, особенно с возрастом. Из чего может быть составлен ваш рацион питания? Вы можете написать мне в личные сообщения, и я отправлю вам материалы по питанию с примерами, которые вы самостоятельно сможете изучить и составить меню под свой график дня. Кстати, кому интересно, я размещу расширенную текстовую версию этого сюжета в телеграм-канале Владарович. Там всегда бонусные материалы к видео и чат атлетов. Вы можете сказать мне спасибо за выпуск, поддержав монетой. Ссылка на донат в описании к ролику. Как вы питаетесь сейчас и каких принципов придерживаетесь? И получается ли набирать мышцы или жир? И вообще есть результат? Делитесь опытом в комментариях. И я рекомендую к просмотру еще одно видео на экране о тренировках на набор массы и частые ошибки. Там мы встретимся. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.